Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Воробьев. Прежде чем мы начнем с вами беседовать и работать, само собой, должен сказать, что о чем я буду рассказывать. Все ссылочки на фурнитуру, на камни вы можете найти внизу в описании этого видео. Речь пойдет сегодня про украшения, естественно. Вернее, даже не про украшения, а именно про фурнитуру. Как правило, все украшения мы подвешиваем на цепочки. Шнуры. В данном случае это замшевый плоский шнур. Крепим замочки. Но для себя в последнее время я еще не скажу, что я им не пользовался. Пользовался, конечно, этим способом. Но для себя я еще открыл и, вернее, более серьезно занялся memory проволокой. То есть проволока с памятью. И вот такие силиконовые шнуры начал использовать. Они очень хорошо держат форму. То есть такие небольшие, маленькие, скажем, ожерелья, колье, типа чокер, очень замечательно и хорошо смотрятся. Используя вот такие специальные подвесочки, можно и таким способом крепить их. Добавляя фурнитуру и камушки, давайте мы это пока подвинем, можно вот таким образом разнообразить, более нарядные такие делать украшения. Вот это с чароитом. Последние мои приобретения таких кабошончиков. Поближе покажу. Не экстра класса, конечно, но так, на первый класс потянет. И бусины тоже с чароита. Согласитесь, что намного эффектнее все это выглядит, нежели если мы просто подвесили на какую-то цепочечку. Прежде чем мы начнем разбирать более подробно memory проволоку, я хочу вам показать еще о своем последних, даже скажем, не последнем, потому что я уже покупаю, наверное, третий раз, да, точно, вот такие агатики. Сейчас я приближу даже вам ради этого случая. Действительно замечательные, и самое главное, что они не крашеные, а натуральные агаты. Вот смотрите, какой экземплярчик. Покупал на Алиэкспресс. Такая связочка штук 19, как пишут на самом сайте. На самом деле приходит штук 20. Последний раз мне 21 агатик пришел. Вот. Вот еще один замечательный такой. И я его специально не выбирал. Это вот так оно и есть. 2-3 штуки отбраковываются. Вот такие вот, видите, пустые. Практически. Блестящие камушки. Ну, то есть, цена получается за весь комплект, то есть за 19 штук 1324 рубля. Итого в среднем получается где-то 70 рублей за камушек. Но за такие агаты, поверьте мне, я сам их когда-то в молодости собирал. Потом мы в мастерской их пилили, полировали. Ну да, вот это действительно натуральный агат. Такими смеленькими рисунками. Ну, это спилы. Спилы это не кабошоны. То есть такие бесформенные края.
уже достаточно много я их употребил в дело, то есть сделал подвесочки, уже несколько штук и продал. Как говорил, ссылочку я внизу размещу, посмотрите, если понравится, то приобретайте. Теперь мы перейдем именно к memory проволоке. Разберем вот самый такой простой вариант. Соберем такое колье. Что мы для этого используем? Шнур. Вот такой шнур. Сейчас немножко раздвинусь тут. Он с отверстием. Шнур толщиной вот этот 4 миллиметра. Разных цветов они, там ассортимент довольно высокий, большой. Белые, серые, разных цветов там есть. Мы используем вот этот цвет. Я не зря одел даже браслетик. Это тоже на memory проволоке. Ну, естественно, меньше размером. Проволока. Для колье мы будем использовать такого диаметра. Понадобятся нам вот такие шапочки, то есть наконечники, шапочки, как хотите их называйте, концевики. Вот по размеру подходит как раз вот этот. Ссылочку я тоже дам, там как раз в магазине очень давно я искал разных размеров вот эти концевики, и там вот все вот эти вот размеры, они все там есть. Удивительно. Раньше я мог найти только вот такие огромные. Меньшего размера не удавалось мне найти. Так, один момент. Возьмем желтого цвета на проволоку. Итак, я заранее уже отрезал вот по 20 сантиметров два кусочка, концевики, несколько бусин и замочек. И сама проволока. Инструмент. Используйте не тот инструмент, которым вы пользуетесь, когда делаете украшения из проволоки, а берите вот этот, бокорезы более мощные, вот, обычно электрики пользуются такими, и круглогубцы тоже такие побольше размером, то есть проволока очень жесткая, и вы подпортите свои кусачки. Это однозначно. Давайте приступим к работе. Быстренько. Здесь ничего сложного нет. Так что мы этот вид колье очень быстро освоим. Чтобы не тратить лишнее, мы сразу вот на весь этот пучочек набираем то, что нам нужно для этого украшения. Цветочек.
одну половиночку. Ну, очень хорошо входит. Далее у нас снова будет концевик, бусина и наш агатик. Так, ну, дальше у нас опять бусина. И в том же порядке собираем вторую половину. Все очень просто, но смотрится, как я уже говорил, очень эффектно. И вот даже некоторые украшения из проволоки, я их критически я отношусь к своим украшениям. Я их отсортировал, так скажем, и отложил в сторону. Не понравились мне. А в сочетании вот с таким видом ожерелья очень замечательно они стали смотреться. И я их запустил в продажу. Теперь смотрите. Берем круглогубцы и просто на конце делаем петельку. Таким образом. Вот у нас получилась петелька. Можно поджать эту петельку. А теперь в обратном порядке. И смотрите, чтобы у вас вошло туда внутрь. И перетягиваем всю нашу конструкцию. Вот, бусинки. Здесь тоже, чтобы вошло у нас. Убежали у нас запчасти. Вернем их на место. Куда-то не в ту сторону, наверное, побежали. Так. Еще раз проверяем, чтобы у нас вошли, шнур вошел в шапочки. И теперь смотрите, вот этот силиконовый шнур, он позволяет немножко вот он продавить даже туда. Мы сейчас делаем, не зажимаем, а плотно просто, чтобы вот. И чуть-чуть меньше, где-то примерно сантиметра, откусываем, подчеркиваю, грубыми большими кусачками. Это убираем. А сейчас у нас кончик чуть-чуть меньше, чем нужно нам на петельку. Таким образом, когда мы будем петельку поджимать, мы резинку чуть-чуть сожмем. И, то есть у нас вообще ничего болтаться не будет. Но немножко, чтобы тот же миллиметр, два она поджала. И гарантированно у нас тогда ничего не будет болтаться. Подожмем эту петельку. О, переборщил. Ну вот, собственно, и все. Как видите, мы уже собрали. На самом деле это делается еще быстрее. Добавить сюда надо, если нужно, добавьте цепочку. Я просто добавлю два колечка. И с одной стороны на колечко делаю замочек. Браслет
точно так же собирается, но только на меньший размер самой мемори проволоки. По своему желанию, потом, конечно, можете более нарядными делать ваши украшения. Как вы уже видели, можно добавлять и бусинки. Оп. Замочек мы приладили, карабинчик. Для браслетов, кстати, тоже можно использовать этот шнур. И со второй стороны крепим колечко. Все, как видите, украшение наше готово. Просто, но элегантно. И на шее, уверяю вас, выглядит изумительно. Эта форма сохраняется круглая. Размер получается маленький и смотрится очень эффектно. Ну вот, собственно, и все на сегодня. То есть дополняйте свои кулоны подвесочки. Вот таким образом. Или таким образом. Или вот так. На этом все. Еще раз повторяю, ссылочки внизу. Выставлю все. Сайт AliExpress. Посылки, да, идут долго. Месяц, не меньше. Как правило. Некоторые рекордсмены бывают, доходят дней за 20. Удачи всем в творчестве. Пока.